Материал для видео предоставлен сообществом Skillz. Если хочешь разбираться в хип-хопе, то обязательно подписывайся. Рэп — это жанр очень стереотипный, и одной из обманок для юных фенов является ложное утверждение о том, что любой хороший MC должен разряжать обоймы своих куплетов словно скорострельную пулеметную очередь. Однако сказать, что здесь хорошо, а что не совсем так, сходу не выйдет. И сегодня я постараюсь пояснить вам, что же такое даблтайм, и показать, чем же отличается обычная быстрая читка от даблтайма, и почему это не всегда круто, как может показаться. Объясняем по пунктам. Первое понятие — ритмическая стопа. Начнем с того, что ритм флоу образуется чередованием ударных и безударных слогов, то бишь сильных и слабых долей. И на одну долю такта очень часто приходится 3 или 4 слога 16 нотами. В таком метре на одну долю такта можно поместить 12 или 16 слогов. Даблтайм характеризуется использованием 32-х нот, которые, исходя из названия, звучат в 2 раза быстрее. И при этом на одну долю такта приходится 6-8 слогов, а на весь такт 24-32 слога. Немцы же ограничились одним термином, и у них принято считать, что 24 слога на такт — это даблтайм, 32 слога — триплтайм, 48 слогов — квадротайм. Понятие 2 — это длительность ноты, то, как долго произносится один слог. Единая целая нота по длительности условно равна одному такту. Для обозначения метрики такта используют дроби, например, 4/4, в которых числитель обозначает количество долей, а знаменатель, на сколько частей делится нота в данном такте. На этом особо акцентирую ваше внимание. Понятие номер 3. Теория относительности. Как бы это странно ни звучало, но относительно быстрого бита, который часто используют чопперс, время сленга. Чоппер, пришедшее из Midwest, сленговое название MC, обладающих пулеметным флоу. Даблтайм в 2 раза ускоренной читкой не является. Дело в том, что темп трека BPM относителен, и отчитывать его можно по-разному. И поэтому трек в темпе 80 BPM может звучать одинаково быстро относительно бита в 160 BPM. И получается, что при медленном BPM даблтайм звучит именно 32-ми нотами, а при быстром — обычными 16-ми. То есть будет восприниматься как обычный флоу. И если отбросить этот парадокс в сторону, то выходит, что даблтаймером стоит называть того MC, который способен зачитать в 2 раза быстрее самого бита. И чем выше темп этого инструментала, тем престижнее скилл MC. И рациональнее определять их скилл количеством произнесенных за секунду слогов. А теперь окунемся в историю. Как мне кажется, даблтайм пришел в рэп из традиции ямайских тостеров и рагамаффинов, которые лет так на 10 опередили первых скороговорящих MC в США. Звучит рага потрясающе. Это быстрый, но певучий речитатив, и такую трепетность к контролю голоса унаследовали многие чопперс, вроде Tech9, а наиболее ярко дух ямайского тостинга проявляется у Басты Раймса. Корни дают о себе знать. Даблтайм, как и любой другой элемент флоу, должен иметь нарочитую структуру, посему льется ровно и плавно, даже несмотря на периодические ускорения за счет увеличения количества слабых долей в стопе. По своей структуре даблтайм устроен так же, как и обычный флоу, а в основном даже проще, поскольку на большой скорости особо ритмами не поиграешь, хотя это касается далеко не всех MC. Вся сложность исполнительская. Читая на удвоенной скорости, нужно иметь
отточенную дикцию, а для контроля ровной интонации хороший голос, желательно с быстрой атакой и умение точно попасть в быстро убегающий бит. Double Time может выразить то, чего не может обычный флоу, но будем честны, он служит для грува в песне и создания вау-эффекта у слушателя. Также стоит отличать Double Time от лже-даблтайма, вынужденных ускорений, обусловленных нагромождением большого количества ритмически неорганизованных слогов, что не влезают в пределы одной стопы, которая должна содержать в зависимости от метра 2 или 3 слога, или же в неограниченное количество раз больше. Чередуясь, эти слоги образуют ритм, но в таких ускорениях дополнительные слоги это просто слабые доли, как попало втиснутые в стопу. Многие начинающие MC так и пишут в силу недостатка опыта, а другие из-за нежелания выровнять ритм флоу, или же делают это специально, чтобы придать партии эффект импровизации. Например, так делает Кендрик. Удачным примером хороших именно даблтаймовых ускорений служит тот самый синкопированный флоу твиста. На этом, пожалуй, все. Над выпуском работали Тёма Флекс, Влад Грамматик. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Public Skills, ставьте пальцы вверх и любите рэп. This that shit that'll make me tap dance all over your crib and backhand. Both you and your bitch think